Всем привет, с вами Артем и самый страшный канал. И вот у меня уже готов для вас обзорчик на один из самых ожидаемых фильмов 2023 года. «Изгоняющий дьявола. Верующий». Перед тем как начнем, как всегда попрошу вас подписаться на канал, если еще этого не сделали, ставить лайки и писать комментарии, а также не забывать и о каналах на Яндекс.Дзен и Телеграм, и о группе ВКонтакте. Всем приятного просмотра. Виктор Филдинг пытается спасти своего ребенка, одержимого демоном, поэтому обращается за помощью к Крис Макнил, дочь которой много лет назад находилась под влиянием инфернального Пазузу. Ну что, вот и вышел новый «Экзорцист», который является по задумке и прямым продолжением оригинального «Изгоняющего дьявола» 1973 года и одновременно перезапуском франшизы. Помимо вышедшего фильма, создатели планировали выпустить еще 2 фильма, чтобы сделать новую трилогию. Но судя по отзывам критиков, которые просто уничтожили фильм, новая трилогия может и не состояться. Хотя по итогу все решат деньги. И что-то мне подсказывает, что фильм неплохо соберет. Фильм уже неплохо собрал – $45 миллионов. При этом кино только-только вышло в прокат. И по итогу у нас появится очередная денежная франшиза, ненужная и бестолковая. Но не будем об этом. Так ли в итоге плох фильм, как говорят о нем критики? Давайте разбираться. Я все же считаю, что если брать в общем, фильм не так уж плох. Напомню, рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет всего 22% из 100. Если рассматривать явные плюсы фильма, то это вся техническая часть. Фильм очень хорошо сделан. Качественная съемка, эффекты, монтаж. Музычку взяли из картины 1973 года и немного изменили. Получилось прикольно. Мне понравилось начало фильма и то, что создатели пытались сделать фильм именно в стиле оригинального «Изгоняющего», где больше упор был на драме, взаимоотношениях героев. На фоне этого хоррор-сцены в оригинальном фильме смотрелись очень жутко. Но в фильме попытались сделать похоже, но у них, конечно, не все получилось. Вначале нам показывают Африку и землетрясение, из-за которого главный герой вынужден выбирать, спасти жену или еще не родившегося ребенка. В начале оригинального «Экзорциста» нам показывали Ирак, в новом – Африку. Чувствуете? Создатели прям схематично пытались повторить оригинал, только в современных реалиях. Ну, а так как реалии современные, не обошлось и без повесток. А вы как думали? Повестка как бы скрытая, но она читается, на этот раз на тему BLM. Если с технической частью у фильма все в порядке, то вот в плане сценария и логики событий у фильма не все хорошо. По многим событиям может возникнуть куча вопросов. Девочки просто решили поиграть в вызов духа, и в них вселился демон? В фильме 1973 года был демон Пазузу, а здесь что? Тот же демон? Что он делал в лесу американского пригорода? Если этот демон не Пазузу, тогда почему он знает Крис Макнил? В общем, чем дольше вы смотрите фильм, тем больше накапливается вопросов, и копятся они как снежный ком. И в конце ответ вам никто не даст. Опять же, если вспоминать оригинал, там нам тоже ничего не объясняли прямым текстом, но намеками и образами все подсказывали, и все было понятно. В новом же фильме просто отсутствует логика и все, как по мне. Прикольно, что в фильм вернулись актрисы из оригинального «Экзорциста» Эллен Бёрстин и Линда Блэр. Правда, у второй там роль буквально на 5 секунд. Правда, вот теперь Крис заделалась экзорцистом, тоже умеет духов изгонять. Это довольно странное и глупое решение. Зачем ей это? Да и в сцене, где она пытается заняться экзорцизмом, видно, что она не особо-то умеет это делать. В общем, очень там кринжовая сцена получилась. Я, конечно же, молчу уже о том, что, как по мне, тема экзорцизма в кино устарела невероятно. И из этого вытекает еще один минус фильма, и для некоторых он будет решающим. Фильм не особо страшный. Пару жутких моментов есть примерно в начале, когда девочки только вернулись по домам после своего 3-дневного похода, но больше в фильме пугаться нечего. Мне немножко жалко, что фильм получился слабым, ведь «Изгоняющий дьявола» 1973 года я могу с уверенностью назвать моим любимым ужастиком. Если обобщить, «Изгоняющий дьявола» верующий не так плох, как его опустили критики, но низкие рейтинги здесь не просто так. Скрытая повестка, нелогичность событий, практически полное отсутствие страшных моментов. Но при этом фильм хорошо снят, техническая составляющая на высоте. Я бы не стал, пожалуй, рекомендовать фильм к просмотру. Если очень хочется, конечно, посмотреть можно, разок.
но по крайней мере это точно лучше, чем «Проклятие монахини 2». Моя оценка фильму 6 из 10. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами был Артем и самый страшный канал. Хорошей вам пятницы 13.